Трон, отмеченный богом, шикарное аниме, точно не хуже Боевого континента, ведь у них обоих один автор. Уже с самых первых серий оно увлекает невероятно интересным сюжетом и зрелищными сражениями с монстрами. А каким крутым был турнир охотников, каждый персонаж уникальный и обладает интересными необычными умениями. Главный герой Лун Хаочень – рыцарь света с двумя направлениями – атакой и защитой. Он постоянно проходит через различные трудности и тяжелые испытания, что закаляет его и делает сильнее. В последних сериях Лун Хаочень и его команда, состоящая из 7 человек, прибыли на Южный перевал. Их цель – защищать это место от злобных монстров, бороться с порождениями тьмы, во главе которых находятся особо сильные главари. В последней миссии команда Лун Хаоченя победила монстра 7 уровня и заполучила ценное сокровище – Фею Света. По сути, из-за этого и начались дальнейшие происшествия. Король Лев, главарь одной из колонн, наложил печать на эту Фею Света. Когда рыцарь пытался поглотить фею, в небе возникли круги телепортации, которые принесли с собой полчища злобных тварей. Если они захватят крепость, это будет катастрофа для людей. Особенно опасно присутствие 3 главарей монстров, которые находятся на 8 и 9 уровне. Их цель – это Лун Хаочень и его духовный зверь Хао Юэ, он же Остин Гриффин. В конце последней серии Лун Хаочень оказался 1 на 1 против злого лорда. Кажется, ситуация безвыходная, и его ждет неминуемая смерть. Сможет ли Лун Хаочень, рыцарь 5 уровня, противостоять противнику 8 уровня? Мне кажется, это похоже, как в Боевом континенте мастер с 5 кольцами выступает против великого духовного воителя с 8 кольцами. Разница в силе между ними очевидна. Следующая серия будет крайне интересная. В анонсе показано, что Лун Хаочень отважно сражается против лорда 70-й колонны. Однако этот соперник для него слишком силен. На помощь приходит командир, наставник команды Лун Хаоченя. Он рыцарь 7 уровня и немного помогает в битве со злым лордом. Но вероятно, победить его он тоже не в силах. Даже Шэнь Юэ, верховный главнокомандующий 9 уровня и лидер Дворца Ассасинов, кажется, потерпел поражение в битве с 3 главарями колонн. Он является еще и прадедушкой Цаер, поэтому умереть он пока не может, но точно пострадал в результате битвы. Как же справится Лун Хаочень с такой серьезной угрозой в лице 3 боссов-монстров? Ключом является Фея Света, которую Лун Хаочень сначала отпустил, но потом она попала в руки к другому рыцарю и активировалась печать. Вероятно, Фея Света сыграет важную роль в предстоящей битве. По легендам, эти феи могут слиться с рыцарем, владеющим атрибутом света, и стать их печью. Благодаря этому сила рыцаря многократно увеличивается. Кроме того, она может дать очень могущественные умения. В трейлере мы видим, что Фея Света в момент опасности, когда Хаочень был на грани смерти, начала действовать. Она решила помочь ему и добровольно слиться с его душой. В яркой вспышке света Лун Хаочень поглотил фею, и это, несомненно, значительно увеличило его силу. Хотя в новелле сюжет последних серий существенно отличается, но Лун Хаочень, должно быть, прорвется на 6 уровень. Он сможет призвать крылья света. Вот как это описывается в книге. Духовная энергия в его теле взорвалась в 4-й раз, в конце концов разрушая границы 6-й ступени. Как раз во время той ужасающей битвы с главарем монстров, его культивация достигла уровня Сияющего Рыцаря 6-й ступени. Мощность данного света не только была из-за гениальности его понимания, но также и из-за его воли и по-настоящему чистого сердца. Каждая из уплотненных крыльев Лун Хаоченя была 1,5 метра в длину, раскинувшись у него за спиной. Они были сделаны из чистой энергии. На 6-м уровне у каждого есть различия в духовных крыльях. Крылья Хаоченя были необыкновенными. На его сверкающих крыльях, казалось, было бесчисленное количество маленьких бликов солнца. Каждая из духовных энергетических перьев была отчетливая. И как только он раскрывал свои крылья, эссенция света в воздухе тянулась к ним, как будто возвращаясь к источнику. Ослепительные крылья освещали как минимум 100 метров, делая невозможным для других не заметить их. Все дружеские войска в этом пределе почувствовали, что их духовная энергия восстановилась, а также их раны немного зажили. Даже лунный монстр 8 уровня тотчас же почувствовал мощную энергию Лун Хаоченя. Когда он увидел его впечатляющие золотистые крылья на спине, его лицо наполнилось ненавистным выражением. С холодным фырканьем он направился в сторону Лун Хаоченя и, нацелившись кулаком в него, внезапно запустил черную световую волну. Но прорыв Лун Хаоченя к 6 уровню – это не самое значимое, что случится. Удивительно, но он вступит на божественный трон печати. Да, именно так. Даже не достигнув 9 уровня, он поднимается по ступеням, ведущим к трону, отмеченному богом. Конечно, Лун Хаочень сейчас не станет настоящим рыцарем печати, и это лишь временное использование трона. Однако это уже очень и очень классно. С такой силой он может справиться с 3 главарями колонн, при том, что эти монстры далеко не самые сильные среди 72.
И ждем, чем же закончится эта битва. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вы думаете, неужели Лун Хачень получит свой божественный трон? Подписывайтесь на канал и всем пока.